Мы часто слышим о странных медицинских случаях по телевизору и никогда не думаем, что один из них может быть нашим. Эта женщина не ожидала, что однажды проснется и станет редким медицинским случаем. Она думала, что во сне прикусила язык, но врачи обнаружили нечто невероятное. Шишка на языке. Это почти никогда не страшно. Бывают случаи, когда мы по ошибке прикусывали язык. Ничего экстраординарного. Но в случае с этой женщиной все было иначе. Джейми Пауэлл вела обычную жизнь. У нее была любимая семья, идеальная карьера, и она не ожидала, что ее жизнь изменится через несколько месяцев. Однажды в декабре 2019 года она проснулась с маленькой шишкой на языке. Как и большинство из нас, Джейми не придала этому особого значения. 37-летняя мама и работница детского сада из Калифорнии решила, что укусила себя во сне, и на этом все закончилось. Однако через 2 недели шишка на языке стала становиться все больше и начала раздражать ее рот и зубы. Женщине стало очень неудобно есть и чистить зубы. Именно тогда Джейми забеспокоилась о странной шишке. Примерно через месяц, в январе 2020 года, она пошла на плановую чистку зубов и показала шишку своему стоматологу. Дантист не проявил беспокойства и посоветовал Джейми продолжать жить как обычно. Но женщина не могла сидеть спокойно. Беспокойство не прекратилось даже после того, как стоматолог сказал ей об этом. Она начала искать в интернете что-нибудь похожее на свою шишку. Инстинкт подсказывал ей, что здесь что-то не так, и она не могла оставить это без внимания. В следующем месяце она решила записаться на прием к специалисту по ушам, носу и горлу. Он провел биопсию, процесс удаления небольшого кусочка ткани из шишки. Врач отнес материал в лабораторию и сказал Джейми подождать неделю до получения результатов. В марте 2020 года результат был готов. Врач должен был сообщить Джейми очень важную новость, которая полностью изменит ее жизнь. Женщине позвонил врач и поставил диагноз – агрессивный рак языка. Представьте, что однажды вы проснулись от мысли, что прикусили язык во сне, а через несколько месяцев вам поставили диагноз «рак языка». Это ужасно. И Джейми тоже это почувствовала. Она была очень зла из-за этого диагноза, ведь она вела здоровый и активный образ жизни. К счастью, она не последовала совету стоматолога. В противном случае, возможно, было бы уже слишком поздно. После постановки диагноза ей пришлось немедленно пройти курс лечения, чтобы дать себе больше шансов. Ей была проведена частичная глоссэктомия, то есть операция по вырезанию той части языка, где находилась опухоль. Язык был восстановлен с помощью кусочка кожи, который врачи взяли с ее ноги. Но это было еще не все. Рак – злокачественная и коварная штука. Если у него появляется шанс, он начинает распространяться, как дикий сорняк. Джейми пришлось сделать операцию по иссечению шеи, потому что рак распространился на лимфатические узлы. Она провела неделю в больнице. Она не могла ни говорить, ни есть. Представьте себе нечто подобное. Врачи установили трубку для кормления, чтобы женщина могла получать полноценное питание во время выздоровления. Хуже всего было то, что ей не разрешали принимать посетителей из-за ограничений COVID-19. Все это время она была вынуждена оставаться одна, а ее близкие поддерживали ее на расстоянии. Но Джейми была полна решимости вернуться домой, чтобы вылечиться, и попросила медсестер по видеосвязи научить ее мужа кормить ее через трубку. Через несколько дней она поразила врачей и медсестер своей решимостью быстро поправиться и доказала, что готова вернуться домой. Джейми думала, что после операции все будет хорошо, но оказалось, что она ошибалась. Проблема была гораздо серьезнее. После операции врачи исследовали еще один кусочек удаленной ткани и обнаружили, что рак проник в нервную систему Джейми, и ей требуется около 30 сеансов облучения головы и шеи. Это было тяжелое время для Джейми,
как психологически, так и физически. Врачи предупредили ее, что есть вероятность того, что после облучения она не сможет говорить. Ей также сказали, что придется перенести сильные ожоги внутренней поверхности рта и шеи. После того, как Джейми сказали, что она может потерять голос, у женщины возникла идея. Она записала видео, на котором говорит, чтобы потом показать его своим сыновьям, Джеку и Джеймсу, на случай, если ее голос не восстановится после облучения. Это было совершенно душераздирающе. Сразу после этого Джейми начала радиотерапию. Каждый день в течение 6 недель ей приходилось лежать на столе для облучения с сетчатой маской по 15 минут. Это был нелегкий процесс. Мы знаем, что лечение рака дается нелегко, но Джейми никогда не сдавалась. Она также сказала, что облучение было самым трудным, что она когда-либо делала в своей жизни. Позитивный настрой Джейми помог ей выстоять. Она твердила себе, что должна бороться изо всех сил, чтобы остаться на этой земле ради своих детей. Из-за облучения Джейми не могла нормально говорить, не могла есть, как раньше. Ей пришлось заново учиться двигать языком и контролировать его. Она описывала свой язык как ощущение инородного предмета в теле. В июне 2020 года Джейми смогла позвонить в колокол, что является традицией в американских больницах для онкологических пациентов, победивших болезнь. Джейми стала вдохновением для других пациентов. Она начала делиться своей историей в социальных сетях в марте, после того, как не нашла никого с таким же диагнозом. Странность этого случая заключается в том, что этот вид рака ассоциируется с пожилыми мужчинами с историей курения. Джейми гордилась тем, что не курила ни разу в жизни. По ее словам, она вела здоровый образ жизни. Однако жизнь может быть неожиданной. В один прекрасный день вы здоровы, а в другой обнаруживаете у себя рак языка. Аккаунт Джейми в Инстаграме стал ее дневником, где она делилась своей историей лечения. Делиться своей историей стало своего рода терапией. Она высказала людям свои опасения и почувствовала некоторое облегчение. Джейми продолжает работать с логопедом и физиотерапевтом, чтобы добиться идеальной подвижности языка. Полное восстановление после этого вида рака занимает около 18 месяцев. Это медленный процесс, но он учит любить себя нового. Джейми также добавила, что борьба с раком не только физическая, но и душевная. Она чувствовала себя некрасивой и смущалась того, как выглядела и как говорит. Ее рот был опухшим, потому что она ничего не чувствовала в левой стороне. Она также сказала, что об этом раке нужно говорить, и что она благодарна за то, что смогла его победить. Пережившая рак женщина продолжает делиться фрагментами своей жизни в Инстаграме, где она также снимает забавные видеоролики, чтобы прокомментировать ситуацию. Она позитивный и любящий человек, который стал большим вдохновением для людей, борющихся с тем же типом рака. Ее позитивный образ мыслей помог не только ей, но и многим другим. Если вы или ваш близкий человек борется с серьезным заболеванием, то обязательно поддерживайте позитивный настрой, ведь это помогает лекарствам лучше работать. Дорогие зрители, как вы думаете, что самое сложное в борьбе с раком? Расскажите нам об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.